Так, друзья, привет всем на канале Мото с того бока. Сегодня очередной день, когда нам можно немножко поработать. Вот время. И чем я занят, видите, да? Рама от Юнкера. Вот, я хочу ее отвезти к своему другу Алексею. Алексей, тебе привет, спасибо, что помог. Поможешь, еще не, как бы. Вот, проблема в чем? Я хочу, так как сварочный аппарат я так и не смог приобрести, мне не прислали его, точнее его прислали, сказали приходите получайте, я пришел, мне его не стали выдавать. Ну, по понятным причинам, когда изменение цен началось, видите, вот согнуто. Там вот внутри сварной шов идет, он вроде бы нормально, но вот здесь вот отогнут. Ну, это когда мотоцикл ставится на подножку, вот это со стороны, получается, со стороны пассажира из-за разбитых втулок вот так вот сильно, видите, перекосило вот эту вот пластинку. Вот сейчас я посоветуюсь с ним, что он может подскажет, может быть наварим что-то. В принципе, подножка работает, можно было бы это и не делать, видите, да? Потому что в предыдущих видео я показывал, я выточил вот сюда вот новые втулки из нержавеющей стали, они плотно здесь сидят, я разворачивал отверстие, чтобы было плотно все, то есть ни лифтов, ничего нет. Но мне хочется сделать полностью. Либо просто проварю вот этот вот шов, проварим, чтобы он не отрывало. Может быть, выровняем, наварив небольшую пластинку вот сюда вот. Ну и с другой стороны, соответственно. Вот, сейчас упаковываю это дело в хэтчбэк FF3. Вот. И далее уже, наверное, включусь по месту. Ну все, продолжаем. 65 ампер, нормально. Ну там металл 4, по-моему, да? Да, может даже 5. Рама сама. Ну тут и это толстая. Можно даже вот так. И это толстая, чтобы проварить поглубже, да? И чтобы быстрее было, чтобы краска не горела. Ну, понял все. Че, я тогда? Ну что, мы летом покатаемся? Я думаю, да. Мотоциклетов не смотрю. Только маловато. Можешь подкрутить? Средняя крутилка, верхняя. Да. Сколько стоит? 98 где-то вот так. Да? Не хватает не только. Ну да, но она довольно толстая, там это. Ну и писец. Чё? Ну вот этот вот зазор сложно заварить. Спасибо большое. Тебе надо изготовить, да, по образцу эту штуку. Да? Да. Заказик покажем. Ну я вон на них уже неделю готов. Я тут со своей рамой переперся. Да. Металл какой-то здесь интересный. Я уже нахватался зайчиков. Не хватался. Слушай, нет, не воняло. Ну вот так, нормально. Да все отлично, это шикарно. Так, и варим вот эту зону, да? Нет, там она вверху буквально Вот 2 тут? сантиметра. Сейчас надо, сейчас я его покажу примерно. Писалочка. Вот смотри, вот где-то примерно вот отсюда. Угу. И вот упор ее основной где-то вот так вот, видишь, Ага, понял. точка была. То есть вот так возьми с запасиком. Вот. Понял.
Вот здесь, Вот так да, по-моему, даже пожирней. не надо, а то придется спиливать. Но лучше это примерим, подумаем. Да? Что, ту сторону тогда? Сейчас веревка Да, стоит, да. нагрелась сильно. Она что без этого. Есть, я видел с водяным Водяной, охлаждением. да, там. но это актуально на алюминии. А, когда дофига варить надо, да? Да, алюминий, там полярность, как она. Короче, электроды Ну, там больше, переменным напряжением она варит, да, во-первых. электроны больше нагрузку дают на этот вольфрамовый электрод, он греется бешено. Поэтому надо. Что-то я передумал себе Почему? эргонную сварку. Да пока научишься до такого уровня, хотя варить. Это надо сварной стол себе сделать. Да. Первым делом сварить. Как раз Ну чуть-чуть да. подучишься варить. Вот. Потом где-то все это хранить и так далее. Вообще такая цивилизованная сварка, да? Ну, Арго? как бы, да. Ну, типа, что-то авиационная сварка. Ага, изначально, да? Космическая промышленность добралась до гаражей. Ну вот я там видел риски. Примерно, я думаю, что где-то здесь ножка упиралась. Да? Да? Попробуем. Не скользящий. Я думаю, пока надо остановиться, примериться. Да? Ну, думаю, да. Неизвестно же, что сейчас получается. Лепнин. Получается. Так, ну что, давай примерять, так как я в крагах. Давай, сейчас я... Где она? Это- Вот это со стороны водителя. Да, я помню, что это рукой обмечу. Ау! Да. А у меня моторика не в чём. Я вижу, я специально с запасом втулку, чтобы просто гайку затянул. Хотя бы наживем просто. Я имею в виду втулки точил с таким расчетом. Ну, чтобы гайка до упора на втулку, а это проскакивает на этом, получается. По внешней обойме. Где-то ты не там, наверное, держишь. Стой, бери. Я просто не вижу, откуда я сую. Вот. Вот так? Да. Да. Блин, что-то затягивать их придется. Чтобы точно. Да? Ну, включаем чем руками. Горячо. Блин. Так, стоп, а в сложном положении она как должна вот так быть? Да. Все, то есть вот. Вот она упирается, да. Ну тут это, вот, чтобы не цеплять, когда ездишь, ничего будет. Да этот мотоцикл, он асфальтный. Ну, видишь, заодно краску проверить. Хорошая стойка. Что-то втулка так не согласна. О, фиксатор погрелся, что ли? Ну, походу, да. По-моему, отлично, с первого раза. Да? С двух сторон контактирует. Ну, тут чуть-чуть. Недоход, да? Или, ну так много, а он не может сорваться, да? Просто ее ж не будет скручивать так, потому что тут она... Что?
Тут она не цепляется, я понял. Ну да, тут чуть-чуть он наварил. Давай, говорю сейчас. Просто я, что тебе говорю, больше же не надо наваривать. Я думаю, нет. Иначе Да. есть вероятность, что он это Да. съедет просто. Лучше пусть вот так. У Юнкера ж морда поднимается, да? На централ. Жопа. Жопа. Да. Потому что перед он у него вперед выдвинутый. А, то есть. Помнишь, у него вилка длинная вперед. Да. И поднимается именно жопа. И стоит он, потом морда висит на жопу. Мгм. То есть получается, нет, вот так нормально. Потому что раньше он, смотри, насколько ниже был, да? Я так думаю. Ну, то есть, это, как бы этого немного. По-моему, этого в самый раз. Правильно? Я думаю, конечно, по месту посмотреть еще. Ну, если что, подточить-то я могу. А Точить, вот да. наварить я не смогу. Ну давай еще наварю. Не, еще точно не надо, мне кажется. Ну, потому что, смотри, она практически уже угла уже почти нет. Угу. Да? Если, Блин, почему есть? если, конечно, смотря относительно чего смотреть, Относительно чего, да? непонятно, короче. Маятник у него в горизонте, да, находится. Ну, маятник Если надо, он амортизатор надо ставить, так-то мы не поймем. Ну, вот это вроде горизонт должен Да, быть. вот это, кстати, примерно горизонт. Ну да, угла почти нет уже. Я думаю, так надо оставить. Тут не будем подваривать. Нет, тут надо поговорить Ну, и всё. все на этом. Давай. Чуть-чуть. Ты вот посмотри, чтобы тебе удобно было. Где именно оно должно? Тут вот оно вот Я сейчас вот помечу прям тебе, короче, перед изгибом. вот до сюда. Вот отсюда, по-моему. Сколько там примерно на глаз? На глаз. Ну, вообще Миллиметр? тут зазор миллиметр. Вот отсюда миллиметр получается. На 2 валика 1 тычок присадки, значит, 2-миллиметровый. Ну что, давай вари. Сейчас. Если что, подточим. А это я по месту жму, а это Время. дремелем, да, выведу. Не торопясь, вот так жик-жик-жик я подточу. Поэтому ты не парься, если там больше наваришь и так далее. Короче, вот отсюда, сейчас я уберу. Я запомнил. Я Ну вот, вижу по она и окраине. видно. Вот тут шишечка, видишь? Ага. А тут дальше провал идет. Вот от этой шишки выше, вот так Ага. провари. Вот отсюда. А я там вот так выведу плоскость, как раз такой не надо. Вот, видишь, где он такой. А раньше лежал на этой. Прикинь, сколько места. Ну, то есть мы уже наварили это сколько. Если он лежал здесь, До он сих вот пор тут. никакой не предусмотрен. Просто Металл по металлу, я думаю. Ну, дурацкая система. Ну, типа считается, есть боковая подножка, ты бросил на бок его, по подножку выкинул и все. А это типа ночное хранение там и так далее, там рассуд. Но все равно ну да. Ну, давай буду варить. снимать, давай, сниму ее, да? Да, я не залезу туда. Я вслепую варил, мне не видно было. Я только видел, куда присадку подаю, и по наитию просто тянул. Примерно там, да? Ну все, ништяк. Вот то, что надо. Ну и все, как раз мы подняли на вот эти там чуть больше сантиметра здесь, а тут он выйдет длина плюс угол, как раз то, что надо. Если будет слишком много, а оно примерно кажется, что много, но пока рама не на колесах. Но я даже ее знаешь как поставлю? Я, короче, ее ставлю на упор, вот сюда. У меня упор, деревяшка, у меня рама в горизонте. И я как раз увижу, а тут на подставке он стоит. И я морду вот так ему подвигаю. Все, мне больше ничего не надо. Точно? Точно. Пару вроде нет. Сейчас я сразу вставлю все тут, чтобы не А растерять. зачем? Собери просто, тебе же все равно просить. Я знаю, но я потеряю. Ага. Когда я буду красить, никому же неизвестно. Я там читал там с шариками. Слушай, Нет, можно. Почему нет? Знаешь, как у армянского радио спросили, все ли грибы можно есть? Армянское радио ответило, все. Но некоторые из них только один раз в своей жизни. Также и с подножкой. Нет, почему можно сидеть, но недолго. блин, а ты даже... Теперь там... Слушай, тут даже подтачивать не придется. Что, все ровно? Ну, чисто под краску. Единственное, вот это вот, насколько мы подняли. Ну вот, видишь, тут полностью. И здесь он.
Ну, сейчас я не удивлен, Алексей. Так, друзья, ну что, вот я добрался до гаража. Осталось закрасить место сварки. И, в принципе, можно начинать уже сборку. Меня останавливал в этот момент. Ну, еще момент с колесом, конечно, там, со ступицей. Ну, вот сейчас угол, по моему мнению, тот, что надо. Вот. Ну, если он великоват, ляжем под мотоцикл и подточим. Вот так все здорово теперь работает. Алексей, тебе спасибо еще раз за помощь неоценимую. Вот. На этом, друзья, все. Благодарю, что смотрите меня. Юнкер будет работать. Всем пока.